Керченский десант «Дорога мужества» впервые состоялась в 2017 году. Проходило традиционно с берега Тамани на Эльтиген. Мероприятие посвящено Керченско-Эльтигенскому десанту операции 1943 года. Мероприятие в 2017 году вошло в книгу рекордов России. У нас был женский экипаж, и женский экипаж самостоятельно пересек на автомобиле БРДМ-2 Керченский пролив. В 2020 году мероприятие у нас началось с 23 июля. Машин в этом году было 3. 2 машины БРДМ-2 из Москвы и 1 машина БТР-80 из нашего отделения с города Саратов. Саратовские ребята у нас вообще ехали своим ходом. 24 числа после мойки поехали сразу же на море. Машина заходит в воду, приблизительно погружается по колеса, стоит по-прежнему на колесах, и механик-водитель осматривает, есть течи или нету. Если течи есть, значит, соответственно, машина к плаву не допускается. Если течи нету, все, зеленый свет, пошли в воду. Все было в штатном режиме, никаких проблем, собственно говоря, у нас не возникло. БТР-80 тоже круги позапиливал вокруг нас. Они вообще, ребята с Саратова, были первый раз на морской воде. Провели времени на воде ровно столько, сколько хотели. И еще раз подчеркиваю, что если бы у нас были бы какие-то проблемы, да, выявлены сразу, то мы бы, естественно, принялись бы устранять. Отплавали, проверили герметичность. 18 часов у нас в Тамани традиционно проходит митинг всегда возле Вечного огня. Очень большое количество собирается местных жителей, отдыхающих на это мероприятие. Совет ветеранов – это наша опора в Тамани, потому что именно Совет ветеранов является основной движущей силой. Каждый год Краснодарское управление пограничной службы ФСБ России принимает участие в данном мероприятии, и мы очень рады, что всегда нас поддерживают. — 25 числа утром подъем был у всех ранний, где-то, наверное, в 4:30 большая часть людей встала, там где-то без 15:05 мы уже стояли около машин, проверили масло, начали загружаться, часть журналистов уже подъехала, часть мы ожидали. В 5:15 мы вышли, на трассу и поехали в сторону спуска. Там удобный съезд, и машина беспрепятственно, в принципе, проезжает до самого берега. Хотя, в принципе, к берегу подъехать везде довольно-таки сложно. На берегу, очередная проверка, одеваем средства спасения, жилеты, проводим инструктаж. Прогноз очень сильно расходится с фактической погодой. Погода не являлась основным фактором для нас с точки зрения отказаться от мероприятия. В этом году с нами принимали участие кайтеры, которые были приглашены Владимиром Поповым. Если бронетехнику на воде пробовали, то десант на бронетехнике на кайтах не пробовал никто никогда. Уникальная операция. Но технику готовили, проверяли на плаву, проверяли двигатели. За технику отвечает Витя. Он очень опытный механик. Было принято решение, что мы берем журналистов, высаживаем их на броню БРДМов наших и на броню БТРа-80, и как челноки машины у нас ходят туда-сюда, до катера и обратно. Скорость машин низкая, сами понимаете, поэтому на это тоже ушло определенное время, и в итоге вместо 6 часов запланированных выхода на воду мы вышли в 7:05. Целый час мы занимались тем, что мы вывозили журналистов с берега непосредственно на катера. А в этом году я был на броне сверху и визуально наблюдал парус Эльтигена, видимость была прекрасная, воздух был прозрачный, ничего не мешало, что тоже говорит о хорошем состоянии погоды. После того, как мы перевезли всех журналистов непосредственно на катер, на котором они и двигались,
Машины зашли в воду, получил доклад от всех механиков-водителей о готовности двигаться в заданном направлении. Дал команду соответствующую, что все, идем заданным курсом на парус Витигена. Он прекрасный ориентир и, в принципе, как раз выходит именно в ту точку, в которую нам надо. Началось движение. Ветер, в принципе, стал посильнее. 80-очка вышла раньше, впоследствии она отстала. То есть, ребята просто страховались, не хотели давать полную нагрузку, да, то есть, мы, в принципе, все прекрасно понимали и это обсуждали, что должны идти группой, но не регламентировали, как кому удобно. Что происходило? Машина 255, курс машины начал отклоняться где-то, наверное, минут через 20 после того, как мы вышли. То есть по времени это было приблизительно в 7 часов 25 минут. Машина намного сильно удалилась от нас. Если смотреть на нас, то она уходила левее гораздо по линии курса. Многократно вызывали ее, почему-то нас не слышали, непонятно почему. Да? Пришло сопровождение МЧС, и катер МЧС шел с ними параллельным курсом. Просто расстояние между машинами становилось, между нашей головной, становилось все больше. 80-ка шла за нами почти в килеваторе, скажем так. С отставанием тоже, но тем же самым курсом. А 255-й уходил левее. Впоследствии, как механик-водитель сказал, что было течение, его сносило, ему было тяжело справляться именно с носом. Возможно, что это, потому что мы ушли раньше, да, и возможно именно это течение воздействовало на него, на конкретно эту взятую машину. 7 часов 35 минут в радиостанции услышали о том, что у нас высокая вода, это говорил Азиз. Довольно-таки эмоционально. Если машина идет, то для нее волна в 1,5 метра не критически. А если машина остановилась, то здесь начинается самое интересное. Впоследствии мы разобрали, и здесь именно были ошибки экипажа. Экипаж, остановив машину, как я уже сказал, не сразу обратил внимание на то, что жалюзи были не закрыты. Это и сыграло роковую роль. Остановиться на воде – это не то же самое, что остановиться на транспортном средстве на обочине дороги. Волна при открытых жалюзи совершенно свободно попадает в кормовой отсек. За раз приблизительно может заливаться от 100 до 150-200 литров воды. То есть 8 минут машина находилась в заглушенном состоянии, обездвиженная. Причина остановки была заявлено механиком, что машина перегрелась и была потеряна тяга. После того, как поступило сообщение о большой воде, мы развернули нашу машину, на которой находился я, это 277-я, и пошли к 255-й. За рулем 255-й машины был Виктор, за рулем 277-й был Алексей. Значит, подойдя к машине, корма 255-го при закрытых жалюзи уже к тому моменту закрыли, была под водой. Подходя, я уже это понял, что все, мы эту машину потеряли. Раз жалюзи под водой, то, значит, моторный отсек залит полностью. Рустам перепрыгнул, значит, на место механика-водителя, повернул голову. Сзади находится переборка, подняв голову, он увидел, что на всей высоте есть, там различные технологические отверстия, и из этих отверстий идет струйками вода. Это говорит о том, что моторный отсек залит полностью, и заводить его в данной ситуации, просто смысла нет никакого. Вылезает из машины, и буквально тут же после этого машина тонет. Машина уходит у нас после того, как Рустам вылезает из люка механика-водителя, уходит кормой вниз.
И вот это было, конечно, очень тяжелое зрелище, потому что до этого мы шли строем, все хорошо, это мощные бронемашины, они там на плаву идут, и вдруг вот эта мощная техника, значит, с которой практически сроднился в походах, вот, начинает тонуть, и ты ничего не можешь сделать для того, чтобы помочь. Не можешь спасти. Кивнув кормой, указав нос, 255-й ушел под воду. Вот точка, где у нас произошло это неприятное событие. Было принято решение руководством керченский десант не продолжать. Вот, и оставшиеся 2 машины, 2 экипажа вернулись в сторону Тамани. Итого, по результатам, на первые 5 километров мы шли примерно около часа. Вот. Впереди было еще 10 километров, бронетехника свернула, но операцию надо было продолжать, поэтому оставшиеся 3 кайтера приняли решение продолжить керченский десант, вот, и все-таки пересечь Керченский пролив. У нас была связь между собой, довольно неплохой ветер, боевой настрой, и по треку видно, что уже без галсов напрямую мы рванули в сторону Керчи, и примерно через 20 минут завершили керченский десант и высадились на другом берегу. Капитан МЧСовского катера большого дал команду, что он останавливает мероприятие, и мы должны все вернуться в точку старта. Это было приблизительно в 7:40. Для машин, оставшихся на плаву, это БРДМ-2 номер 277 и БТР-80 под номером 240, для нас это было самой плохой задачей на оставшуюся часть дня. Потому что волна нам била в левый борт, волнение к тому моменту усилилось, приблизительно где-то 1,5-2 метра была волна, то есть нас заливало сверху. Когда мы шли, мы были вынуждены закрыть люк механика-водителя, потому что на него лился фактически поток воды, что, собственно, доставляло самому механику неудобства и непосредственно увеличило вес самого транспортного средства, что влияло сильно на осадку машины, что в наши планы не входило, поэтому мы всячески этому делу сопротивлялись. У нас в комплекте было с собой 2 типа радиосвязи: речные радиостанции Навком СРС-300 и морская радиостанция Навком СРС-305. Чтобы не мешать друг другу, мы работали на разных диапазонах, и в принципе эта практика такая довольно-таки стандартная. Я вызвал капитана катера Росгвардии, прошу перейти по отношению ко мне, чтобы он занял позицию вот здесь, слева от меня. Таким образом снизилась бы волновая нагрузка на вот эту часть автомобиля, на левую часть. Капитан катера Росгвардии занял это место, и, собственно говоря, наверное, исход все-таки благополучный во многом зависит именно от действия экипажа катера Росгвардии, потому что катер маневрировал и шел с малой скоростью, а для него это крайне сложно, да? Но он на себя забрал всю волновую нагрузку и тем самым облегчил нам ход. Большая благодарность именно сотрудникам Росгвардии, находящимся на данном катере, умелым действием капитана. После того, как затонул 255-я машина, были даны градусы и минуты, но не было дано ни одной координаты в секундах, да? А это существенно увеличило район поиска. Все наши занятия, которые мы проводим в Московской области на воде, всегда идут к тому, что мы боремся за живучесть при различных ситуациях. Мы их сами создаем и на воде в процессе обучения для экипажа. Но здесь, к сожалению, ничего это не сработало. Возможно, потому что Володя, владелец, член нашей организации, принял решение идти на кайте, а не идти на машине. Хочется отметить действия остальных экипажей и непосредственно нашего экипажа, и именно Алексея Дворника. Да? Этот переход для него удачный, и тот опыт, который он получил в процессе этого перехода, потому что штормование на бронетехнике это не каждый человек может получить, а Алексей, это получив, прошел, сделал все возможное и на высоком профессиональном уровне. То обратный путь чем осложнялся,
как раз вот встречной волной, встречным течением, с которым приходилось бороться. Волна уже била в левый борт, машину постоянно разворачивала. Приходилось постоянно работать очень активно рулем, подруливать, ловить волну, на подходе волны сбавлять газ. Когда машина оказывалась на волне, наоборот, добавлять газ. С каждым ударом на нас прилетала свежая партия морской воды. Дворники работали без остановки. Насосы работали, то есть двигатель на пределе, потому что я чувствовал себя просто на 5-тонной, там, 7-тонной машине трещинкой, которую просто бросает как игрушку по этим волнам. Ну, что сказать, прорвались, доплыли, с поставленной задачей справились. Окончание нашего мероприятия произошло все-таки на положительной ноте, да. Ну, во-первых, мы дошли БРДМ-2 277, БТР-80 240, ну и самое главное, наш десант в виде кайтеров дошел благополучно в точку, провел возложение цветов к монументу, поэтому все-таки мы считаем, что наша миссия по данному мероприятию, несмотря на то, что все это развернулось несколько иначе, да, и СМИ не осветила вот эту часть, она все-таки была выполнена. Просто формат был изменен самой природой. Э, 26 числа мы провели анализ всех полученных координат. Квадрат поиска составлял километр на километр, даже 1,5 на 1,5 в среднем. Что не могло нас не радовать, потому что в море найти то, что упало на глубину, там глубины были от 8 до 9 метров, и обследовать такой квадрат, но это довольно-таки сложно. Итак, 27 числа вышли на воду, вышли в мои точки, ничего не нашли, вода мутная, водолаз говорит, что на глубине видимость не более 50 сантиметров, на вытянутую руку он не видит ничего. Еще раз подчеркну, что мы ныряли в первый день 27 числа в тех точках, которые поставил я. 28 июля, второй день активных поисков, нам очень активно помогали, и вообще постоянно нам помогали рыбаки местные, таманские, Юра вместе со своей бригадой. Им, конечно, большое спасибо сказать, потому что если бы не они, мы, наверное, бы все-таки достигли бы поставленной цели, но за более длительный срок, и вообще, в принципе, парни очень такие добрые, отзывчивые. Юра доставил нас на перевозчик, и у Макса на лодке стоял гидролокатор бокового обзора Лоренс. Ходили галсами, зигзагообразными линиями, смотрели эхограммы, в подозрительных точках опускались. Точки мы как раз проверяли, полученные от Росгвардии, Татьяны и Владимира. В принципе, весь день был как раз и посвящен вот этим вот точкам. Результат был отрицательный. Вечером приехали в лагерь Эпрона. Эпрон – это общественная организация, такие же, как и мы. Они каждый год приезжают на эту территорию, это поисковики. Шторм. Ихний лагерь затоплен водой. Они занимаются тем, что занимаются спасением. Тем не менее, Стас нашел время с нами пообщаться. Мы объяснили ему, какая у нас задача. Появлялась все чаще мысль, что тот воздушный пузырь, который остался у нас в носовом отделении нашего БРДМа, заставляет нашу машину двигаться. Не имели достоверных координат, и именно поэтому нам пришлось увеличить район поиска. Для этого нами был заключен контракт на проведение поисковых работ с керченской организацией Госгидрография. У них есть большое судно гидрографическое, на котором есть профессиональный гидролокатор. В моем понимании, что с данным типом оборудования наши поиски однозначно должны увенчаться успехом. Просто по-другому быть не может. 29 число утром. Опять традиционно мы приезжаем из Тамани в рыбколхоз наш. Юра нас берет
на борт и везет на судно госгидрографии. Смотрим, действительно все очень круто. Непосредственно на судно приехал Стас из Ипрона, тоже получил свое задание от них, согласовали мы с ними, где, чего и как происходит. Мы начали прочесывать галсами наш квадрат. Рельеф дна ровный, по словам водолазов, песок, но твердый, то есть не проваливаешься, ничего. Как раз в наших головах и возникала мысль, что затонувший наш БРДМ должен находиться как раз именно в точке падения, в общем, и стоять на колесах там и так далее. То есть что мы хотели увидеть на экране гидролокатора? Да мы хотели увидеть вот эту машину. То есть в принципе гидролокатор позволяет разглядеть машину именно как машина. То есть те объекты, которые мы впоследствии видели, допустим, судно, оно выглядело как судно. Где-то буквально минут через 20 после того, как мы начали прочесывание нашей местности, участка, мы подошли к тем точкам, которые поставил я. Оператор, который сидит у экрана, говорит: ребят, здесь забиты сваи. Сваи довольно-таки высокие, высота свай 6 метров, ну их осматривать смысла нету, поэтому нырять мы там не будем. Прочесав почти все, под окончание своей работы мы ушли в квадрат, где было затонувшее это судно, благополучно умудрились оторвать наш гидролокатор бокового обзора. Водолаз наш Дима благополучно спустился на борт, прошарил его весь, а это судно длиной 100 метров, нашел этот гидролокатор, поднял на борт. И в этот момент пришла совершенно идиотическая мысль. Наш БРДМ, если он находился в дрейфе, мог прибиться непосредственно к судну, да, и поэтому мы его не можем найти, и его нету в районе поиска. Дима был вынужден погрузиться еще раз, обойти полностью судно по кругу, ничего не найдя, подняться. Потом пришла еще более бредовая идея, что когда он планировал, наш БРДМ, спускаясь, да, судно имеет все-таки большую и ширину, а люки, как мы выяснили, трюмы, были открыты, их не было. Впоследствии, кстати, мы нашли этот люк, один из люков, приняв его за наш БРДМ, радости не было предела. То есть он такой же квадратный, мы посмотрели по габаритам, то есть выступает над уровнем земли 1,50 м. То есть и по габаритам соответствовал БРДМу. И Дмитрий там тоже спускался, но оказалось, что это люк. Так вот, мы заставили Диму залезть в трюм и в трюме поискать наш БРДМ, потому что вот версия была, что он погрузился не до конца и дрейфовал в вертикальном состоянии, и потом мог упасть вовнутрь судна. Да, эти идеи бредовые, как говорится, не бредовые, но их нужно было проверять, потому что на самом деле это могло было быть так. 30 июля с нами работает, получается, Ипрон, Стас со своими парнями. Опять мы задействуем перевозчик, катер вместе с Максом. И к нам присоединяется Елкин Александр. Опять расставили все точки. Ипрон работает по своей программе. И один катер вместе как раз с Дэном и с Лехой к нам в помощь, потому что у нас на нашем борту нету водолаза. Разговор с Александром Елкиным. Значит, я ему говорю, что мы прошли, показываю ему на карте, на планшете, где мы прошли. Я трек писал с самого начала. Показываю точки, которые нам были даны Росгвардией, МЧСом, значит, Татьяной, Володей Поповым. И мои точки с фрагментом маленького трека. Он говорит: Леш, скажи мне, вот каким точкам у тебя есть доверие? Я говорю: ну, конечно, у меня есть доверие к тем точкам, которым поставил я лично. Он говорит: давай пойдем в эту точку. В этой точке мы были уже 3 раза. С Вячеславом в первый день, с Максом и с госгидрографией. Подходим к точке. Прошлись над ней несколько раз. Елкин говорит, что объект неоднозначный, однозначно это не сваи, несмотря на то, кстати, что у него гидролокатор профессиональный, но торпеда у него меньшего размера. Саша говорит, это ненормальный объект, на него надо нырять.
встаем на якорь ровно над ним. Проходит минут 20, и, аллилуйя, над водой появляется флаг военно-технического общества. Вот ровно такой же, как за моей спиной. На машине стоит крепление антенны HA4. И мы на это крепление HA4 одели флагшток с нашим флагом. Машина затонула, и флаг так и остался находиться в горизонтальной плоскости. И они, открепив этот флаг, подняли его над водой и размахивали. Ну, не знаю, у меня был такой детский, такой щенячий восторг, что орали все как потерпевшие. Дэн сразу же находит нашу машину, потому что мы фактически встали над ней. Наш катер встал. Машина находится в вертикальном состоянии, стоит на дне кормой. От моей точки, которую я поставил, это было на расстоянии 24 метра. И когда мы ходили с госгидрографией, мы прошли в 4 метрах от носа машины. И госгидрография инициализировала эту машину вертикально стоящую как сваи, а на самом деле это была наша машина. Вот таким вот образом, ну что, радостные с Ёлкиным поставили точку в очередной раз на всех своих карплотерах. Вот. Ну и пошли в сторону дома. — 31 июля Новороссийский спасательный центр. Приехали к нам в Тамань. У ребят с собой было оборудование, которое представляет из собой, ну, чтобы проще было, как надувные шарики, которые снизу имеют матерчатую петлю, которой можно уже с помощью этой петли прикрепляться к технике. Водолаз погружается, спускает с собой вот этот вот шарик в ненадутом состоянии. Очень важно, долго ребята нас расспрашивали, какая развесовка в машине. Ну, машина же в воде, в плавучем состоянии находится в горизонте. То есть у нее нету явно выраженной осадки. Там на корму есть, конечно, небольшая, но она не настолько сильная. Мы им объяснили, что машина на плаву стоит ровно, и развесовка должна быть такая же. Но, как оказалось в практике, машина, находящаяся внутри воды, имеет совершенно другие характеристики. И решение, которое приняли они, было не очень правильным. На носовую часть было закреплено 2 парашюта грузоподъемностью по 2 тонны, а на кормовую часть было закреплено 2 парашюта грузоподъемностью по 1 тонне. В результате этого у нас морда сильно задралась кверху, но тем не менее машина была оторвана от дна. Это уже была победа, и в общем вот с этого момента как раз началась ее транспортировка. Но длилось все это недолго, да, буквально в принципе после момента крепления прошло, наверное, где-то минут 30, и у нас стропа разорвалась от нагрузки, да, переделали, закрепили, установили все по новой и начали буксирование. Но у нас не хватило, получается, по времени, потому что каждый день в нашу во всю работу вмешивалась погода. Утро начинается всегда более-менее спокойно, к обеду начинается раздувать, и во второй половине дня это вообще превращается в шторм, при котором работать невозможно. Здесь висят парашюты у нас 1 и 2, да, 3, 4. А в носовой части прикреплялся трос, фал, да, который шел на одну лодку, а лодки между собой были связаны. После того, как у нас оборвало стропу, она перевернулась вот таким вот образом, да, и тащили мы ее. Нос у нас был поднят, корма у нас была внизу. Вот. И вот так вот мы ее тащили. Протащили мы ее так, до берега оставалось у нас 1300 метров. На этом все закончилось. Почему? Во-первых, погода ухудшилась, что начало рвать трос. Тащить было невозможно, скорость была очень маленькая, там 2 километра в час мы шли. Машина осталась у нас в перевернутом состоянии, и на следующий день нам предстояло ее
транспортировать дальше. И, конечно, желательно было бы перевернуть, потому что в таком состоянии, если мы ее притащили бы к берегу на башне, да, то мы бы ее на берег не вытащили. Ну, на этом вот день-то и закончился. Были сделаны выводы, что ребятам с Новороссийска нужно будет привезти больший запас баллонов с воздухом, большее количество парашютов. Мы должны со своей стороны были подготовить длинный трос для вытаскивания машины из воды, потому что мы все прекрасно понимали, что какую-то часть пути дотащит лодка, а какую-то часть пути придется вытаскивать нам машину. Как только колеса коснутся грунта, все, на этом часть вытаскивания с помощью катера заканчивается. 1 августа, погода отвратительная, ветер очень сильный, на воде барашки. Где-то к часам к 11 приезжают наши водолазы новороссийские с оборудованием. Сидим, пьем чай, разговариваем. То есть изначально, когда они приехали, сказали, что работать нельзя, потому что метеоусловия не позволяют, да? После рассказов про жизнь выяснилось, что, оказывается, работать можно и можно идти заниматься делом. А время идет. Итого где-то мы на воду вышли около 14 часов дня, пока вышли в точку. А как я говорил ранее, да, что у нас машина лежит вверх тормашками на башне, то есть ее нужно перевернуть, потому что до берега остается всего 1300 метров. Ребята в итоге переворачивают машину на колеса, цепляют и тащат в сторону берега. Не могу сказать, что было легко, потому что было нелегко. Реально погода была самая плохая из всех дней, на которых мы выходили на воду. До берега остается 132 метра, машина касается колесами земли, лодка упирается, тащить ее машину больше не может. Что делаем? Берем, разматываем стальной трос. Вначале нашли один трос, связываем его с веревками, с канатом попутно, подцепили к машине, взяли 2 трактора «Беларусь». В общем, ничего не сдвинулось, трос матерчатый порвался, все развалилось, а это все время, понимаете, вот это вот расстояние 130 метров, нужно до машины доплыть, трос привязать не сверху уже, а снизу. Трос привязывается для буксировки на воде за верхний рым, а для буксировки на суше привязывается в нижней части. Здесь вот 2 клыка находятся буксировочных. Уже темнело, да, уже где-то время было порядка 18 часов, там 19. 2 трактора стояли на месте, у обоих вращались заблокированные колеса, но БРДМ ни на сантиметр не сдвинулся. Решили не использовать 2-й трактор «Беларусь», а пригнали БРДМ 277, который благополучно своим ходом дошел до берега. Размотав его лебедку, мы прицепили ее к носовой части трактора «Беларусь». И так у нас получилась сцепка. БРДМ-2, лебедка его использовалась. Далее шел трактор. Трактор сцеплялся с нашим БРДМом, затонувшим тросом стальным. И эта схема заработала. Единственное неудобство, что нужно было без конца перецепляться. Ну, тут уже раз за 4, там, за 5 мы в итоге дотащили наш БРДМ до фактически береговой отметки. И здесь наступил очень важный момент, что нужно было сидеть внутри машины и рулить колесами. Внутри машины было масло вместе с водой. Вот. И там, конечно, сидеть было не особо приятно. Машину подкатили на максимальное расстояние, и здесь выяснилось, что за 7 дней, что машина провела в воде, колеса оказались полностью спущены. Почему они оказались спущенные? Берег Керчи песчаный, и песок там очень зыбучий, то есть в нем проваливаешься. Для того, чтобы выйти на него, нужно увеличить пятно контакта на шине. Только в этом случае машина идет нормально, не проваливаясь. Поэтому мы заранее спустили давление во всех колесах и, естественно, не закрывали краны, чтобы потом, выехав на твердый грунт, тут же накачаться. Вот. Ну, машина провела у нас 7 дней в воде, и, естественно, вот эти 0,5 атмосфер улетучились в неизвестном направлении. Мы даже рассматривали вариант взять шланг с машины 277, залезть вовнутрь и подключиться к крану раздачи
тему выкинули, да, почему? Потому что вся система, скорее всего, должна была заполнена быть водой. Ну и непонятно, что было бы дальше. Поэтому решили качать прямым образом, прямо непосредственно в колесо. Для этого БРДМ 277 почти максимально, почти в нос подошел к 255-му. Краны подкачки снимали, подключали к ним напрямую шланг и качали колеса. Колеса в итоге все накачали, машина поднялась. Далее, подцепив ее опять лебедкой, в итоге вытащили. Было уже темно. Без Рустама бы, наверное, мы бы ее бы даже бы и не вытащили. Но если бы и вытащили, то это бы заняло времени гораздо больше. Вытащили машину на берег. Слили все, что можно. Прицепили машину друг к другу и повезли к нашей фуре. Время 2 час. Рустам задним ходом заезжает в фуру на 277 машине. Заехал. Поставили башмаки, растянули его корму, вытаскиваем, разматываем лебедку и лебедкой, прицепившись к нижнему рыму, да, здесь, затаскиваем 255 фуру. И вот таким вот образом мы все это дело погрузили. Все. Счастливые, довольные, но жутко-жутко уставшие, мы, наконец, поехали домой. Машину спасли, машину восстановили полностью, провели ходовые испытания в ноябре. Вот, и готовимся к повтору этой операции в следующем году. И готовимся к участию экипажа 255 в полном составе во всех мероприятиях ВТО в следующем году. Я, рыбак Яковлев, Леха, и мои тоже, все движения, тоже мои, мы, рыбаки артели, помогли поднять БРДМ ребятам Керченского пролива.